Друзья, всем привет! После зимы я начинаю убираться и вижу на подоконниках вот такую неприглядную картину. Я вам покажу один необычный интересный способ, чем можно отбелить подоконники, чтобы убрать желтизну, пятна всякие. Особенно желтизна у меня тут от горшочков с цветами. И способ действительно работающий, выручает на 100%. Возьмите обязательно на заметку. И для этого способа можно купить в аптеке вот такие таблетки. Они очень дешевые, называются гидроперит или по-другому мочевинный пероксид. И сейчас они вот так вот внутри 8 таблеток. Вот таких. И на один подоконник я возьму 2 таблетки. Мне будет достаточно. И нужно будет их в ступе превратить в порошок. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Теперь пересыпаем порошочек сюда. И нужно добавить чуть-чуть воды. Примерно 1, 2, 3 чайные ложки воды или 1 столовую. Перемешаем. Первым делом, конечно, я убираю весь этот мусор. И теперь полученную смесь нужно нанести по всей поверхности пластикового подоконника. Если есть какие-то труднодоступные места, там какие-то воронки, углубления, то нужно взять ватные диски, нарезать, смочить этим раствором и поместить плотно в эти углубления. Работать нужно обязательно в перчатках, так как это концентрированный раствор, но тем не менее с пластиком он абсолютно безопасен и отбеливает и работает прекрасно, то есть убирает желтизну, все на ура. Все, я нанесла по всей поверхности, в труднодоступных местах ваточка, и оставлю на 1 час. За час вообще все поработается и все будет супер. Самое интересное, при контакте с грязным пожелтевшим пластиком раствор немного пенится. Так и должно быть. Друзья, час прошел, чудеса монтажа. Берем чистую воду, салфетку и просто протираем подоконник. Насколько он стал белее и чище, вы, наверное, видите. Ну что, друзья, вот такой вот нехитрый способ. Обязательно возьмите на заметку. И желтизна, грязь с подоконников исчезнет буквально за 1 час. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.